У нас пошла запись. Друзья, всем привет. Друзья, всем привет. С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимия. Мы очень давно не виделись с вами. Наконец встретились. Я очень счастлива. Невероятно рада вас всех видеть. И хоть я вас не вижу на самом-то деле, я точно знаю, что вы есть, потому что вы сейчас смотрите это видео и эти видео, какие-то другие на канале. И, может быть, даже будете писать комментарии к этому видео. Пока, к сожалению, у меня не очень хороший интернет. И поэтому видео на канале выходит крайне редко. И это видео вы в том числе будете смотреть тоже в записи. Но я надеюсь, что скоро все изменится и вернется на круги своя. И будет точно так же, как и было год назад, когда мы с вами встречались в прямых эфирах, когда мы обсуждали массу разных вещей, когда мы общались, когда мы получали удовольствие от контакта с друг другом, когда мы делали разные расклады и смотрели разные вопросы. Но пока сейчас нам нужно воспользоваться тем же самым, чем обычно пользуется персонаж «Семерки Пентаклей». Потерпеть и подождать, пока произойдут какие-то позитивные изменения у нас у всех, потому что у многих людей, у моих клиентов, у ваших друзей, знакомых, клиентов, родственников очень многое в жизни изменилось. И пока, к сожалению или к счастью, этот период дан нам для адаптации, для накопления наших новых ресурсов. А сегодня у нас будет беседа про Таро в преддвериях нового курса по вопросам, которые мне прислали в личку подписчики. Сразу скажу, что у нас 6 мая стартует обновленная программа по Таро для тех людей, которые изучают Таро самостоятельно и никак не могут научиться. Для тех, у кого есть интерес изучить Таро, или, может быть, этот интерес появится после того, как вы посмотрите это видео. Поэтому пишите, пожалуйста, в контакты в описании этого видео. И будем знакомиться, будем общаться, будем дружить, будем находить друг друга. Точно на каждой программе участники находят друг друга, формируются какие-то определенного рода коалиции и очень устойчивые дружеские связи, потому что за последние несколько лет я наблюдаю достаточно много женщин, которые нашли единомышленниц и теперь не стесняются и не боятся говорить о том, что они изучают Таро, что им интересна эта история, потому как, к сожалению, до сих пор у большинства людей любое слово про Таро вызывает кучу предрассудков, да, потому что у нас такая вот острая тема, ходящая по грани, когда множество людей занимается профанацией фактически этого уникального инструмента, который позволяет каждому человеку нащупать дорожку к себе, познакомиться с собой и узнать, кто же мы такие, чего же мы хотим и что же нам делать в нашей жизни дальше. И еще один небольшой анонс. Скоро, я пока еще не знаю конкретно дату, как только будет известна дата выхода в продажу, я точно понимаю, что это будет совсем скоро, я обязательно сообщу. Издательство «Силуэт» наконец-таки выпускает второе метапослание, которое можно будет купить. Там будет крутая сопроводительная книга, которая точно понравится всем, и тем, кто знает Таро, и тем, кто не знает Таро, потому что там есть очень много интересных вещей, которые могут помочь вам в изучении. Это достаточно интересная колода и очень сложная. Честно говоря, я даже сама ее немножко боюсь, потому что ее послания бывают иногда такими интересными, что впору задуматься, действительно ли мы контролируем свою жизнь или все-таки жизнь контролирует нас самих, и вообще где те рычаги управления, которыми мы можем воздействовать на какие-то ситуации или на какие-то обстоятельства, потому что на самом деле мы постоянно взаимодействуем с внешней средой, и внешняя среда оказывает на нас колоссальное влияние. А колода показывает уникальные детали и нюансы, которые говорят, надо смотреть вот туда. Туда не ходи, там снег башка попадет, совсем больной будешь. Вот так вот примерно это выглядит. Я надеюсь, что все вы расслабились. И еще раз хочу сказать, приходите, пожалуйста, на курс, потому что там будет очень классно. Это будут прямые эфиры. Это будет не запись, это будут голосовые эфиры. Мы будем с вами встречаться ежедневно, если мне память не изменяет, на протяжении почти целого месяца. Проходить она будет, как всегда, в мессенджере Telegram. Поэтому вы точно будете всегда на связи, вам будет чем заняться, что нового узнать, какие тараканы проработать, какие прогнозы поделать для себя. В общем, масса будет многообразной интересной информации. Ну и, собственно, я начинаю с вопросов. У кого возникнут какие-то комментарии и дополнения, если вы захотите какие-то задать свои вопросы, пишите их в комментариях здесь или пишите их в комментариях на нашем канале в Telegram. Я потом запишу еще одно интересное видео, которое поможет вам разобраться со сложными вопросами. Поехали. Итак, вопрос номер 1.
Какую роль играет Таро в смене мировосприятия и личностного роста? Вот представьте себе, вы каждый день на протяжении всей своей жизни видите одну и ту же картинку. Предположим, ездите по одному и тому же маршруту, где вам все знакомо. Вроде бы хорошо, вроде бы классно, вроде бы безопасно, но иногда появляется ощущение, что чего-то не хватает. Не хватает каких-то очень таких важных, наверное, эмоциональных состояний, может быть, каких-то знаний, может быть, каких-то навыков, которые могли бы чуть-чуть вашу жизнь встряхнуть, сделать ее более органичной, более насыщенной, более яркой, более красочной. То есть раскрасить ваши серые будни яркими красками. Так вот, Таро – это краски. Да, вот у нас в Таро есть 78 карт. 78 карт. Вот. И эти 78 карт, они на самом деле не про предсказания, как привыкли думать многие люди, а они про то, что происходит вокруг нас и у нас. Да? Вот у нас есть почему-то первая карточка, я досталась у меня из колоды «Шут» под названием. Вот представьте себе, что шут вообще в принципе символизирует жизнь человеческую и весь ваш внутренний потенциал талантов и ресурсов, которыми вы обладаете. Как найти эти таланты и ресурсы? Можно обратиться к помогающим практикам, да? Можно пойти к психологу, можно пойти к коучу, можно пойти к ментору, можно пойти посоветоваться с кем-то из людей, кому вы доверяете. А можно каждый день за утренней чашкой кофе, или через день, или раз в неделю. Доставайте 1, 2, 3 карты Таро и задавайте им вопросы, на что я сегодня должен внутри себя обратить внимание. Или, например, а что может стать для меня точкой роста или развития? Или а что мне надо изменить в своем восприятии себя или своего сегодня? То есть, по сути, Таро есть не что иное, как собеседник, который с вами на связи 24 часа 7 дней в неделю. Вы можете задавать совершенно любые вопросы и получать совершенно разные ответы. Можно один и тот же вопрос задавать 150 раз. Если этот вопрос про перемены, ответы будут меняться. Если это вопрос про какую-то ситуацию, то этот ответ будет постоянно одним и тем же, даже если будут выходить разные карты. То есть если ситуация гласит нет, значит будет нет. Если ситуация говорит да, значит будет да. Так в чем же соль нашего личностного роста и нашего мировосприятия? В том, что Таро учит, я не знаю, может быть, к счастью или к сожалению, Таро учит многих людей видеть мир реальным. То есть учит выходить из иллюзорного представления о своей собственной идеальности, об идеальности других людей, об каких-то идеализированных ситуациях или, наоборот, иллюзорных ситуациях, которые мы себе придумываем. Таро учит нас видеть историю такой, какая она есть. Да, вот это слово глобальное, нарратив. Мы можем, люди, туда придумать кучу всяких разных вещей, которых нет вообще на свете. Но какую бы карту вы ни доставали, она вам будет всегда показывать то, что есть на самом деле. И шаг за шагом человек, который приходит в Таро, начинает учиться чему? Менять свое мировосприятие. Это очень болезненный и сложный процесс, когда ты хочешь видеть «да» или когда ты хочешь слышать «да», а ты видишь «нет» и слышишь «нет». И первое время ты дезориентирован и не понимаешь, что же происходит. На самом ли деле то, что я вижу, является правдой. Если ты не бежишь первым делом, как вот главная ошибка всех начинающих, это история про то, что карты мне врут. Я им один и тот же вопрос задаю, они мне врут, они вообще говорят совсем не то. Говорят не карты, говорите вы. И если вы склонны искажать ситуацию, соответственно, вы будете видеть искаженный ответ. Но если вы готовы услышать правдивый, искренний ответ, вы его услышите, вы его увидите. Если после этого вы понаблюдаете за ситуацией или понаблюдаете за людьми, вы тоже увидите эту реальность. И вот здесь начинает работать второй момент, который называется личностный рост. Когда мы понимаем, ага, вот в этой ситуации я исказил какую-то определенную проблему, или поведение какого-то человека, или намерение какого-то человека, или что-то еще. Вот если я этого делать больше не буду, если я буду все-таки принимать мир, ситуацию, людей такими, какие они есть, значит, я в будущем избегу для себя определенного рода проблем, да, каких-то конкретных проблем. То есть вот здесь начинается первая ступенька, которая называется личностный рост. Когда вы шаг за шагом, методично и поступательно учитесь менять свои шаблоны мышления, свои поведенческие модели, свои пристрастия. Когда вы повышаете свою самооценку, это тоже делается в том числе с помощью Таро.
Понятное дело, что в некоторых случаях психолог является очень хорошим таким костылем, который может нас поддержать, потому что иногда нам надо выговориться. И выговориться чаще всего мы можем какому-то другому человеку, не сами с собой. Но со временем, если вы человек любознательный, если у вас широкий кругозор, или вы хотите, чтобы он стал широким, и вы начинаете изучать психологию, какие-то еще смежные сопутствующие науки, вы уже больше понимаете о себе, вы лучше вникаете в детали и нюансы, которые вы видите в своих раскладах, и в конечном итоге вы кардинально меняетесь тоже. Почему очень важно знать сразу на первом этапе, когда вы садитесь учить Таро, что вот эта вот тема личных изменений и впоследствии жизненных преобразований, она неизбежна. Потому что это же целая работа проходит на самом деле. Вы в этой работе меняетесь до неузнаваемости. И люди, которые рядом с вами были и привыкли видеть вас удобным или удобной, человеком, который не сопротивляется, человеком, который, может быть, не протестует, или человеком, который, наоборот, как-то себя ведет, там, я не знаю, по-другому, им становится тяжело иногда принимать ваши изменения, ваши перемены. И эти люди начинают потихонечку отваливаться. Или они, или вы от них, или ситуации распадаются. То есть поле ваше чистится, жизнь, да, происходят вот эти перемены, они вызывают причинно-следственную связь очистки, вот как ее можно назвать. И с одной стороны, в этом большой трагизм, потому что оказывается, что много людей, с которыми вы хорошо общались, может быть, даже дружили, может быть, считали очень близкими, они от вас отваливаются, потому что они вам не нужны. С другой стороны, эта чистка привлекает в вашу жизнь новых людей, потому что когда я говорю о том, что мне дает Таро, за весь этот большой 9-летний цикл, последний 9-летний цикл работы с картами, я узнала такое невероятное огромное количество людей разных, которых я вообще никогда бы не встретила в своей жизни. Ну вот вообще никогда, потому что мы ходили по разным дорогам. Мы вообще не могли встречаться, вообще совершенно. И здесь история про то, что вы получите именно тех, кто с вами говорит на одной волне, и тех, вот кому с вами интересно. Тех людей, у которых вы сможете почерпнуть что-то полезное, чему-то научиться. Тех людей, которым вы, в свою очередь, сможете отдать что-то очень полезное, очень классное, очень замечательное, такая вот вся экспрессивная сейчас. И микрофон тут руками случайно стучу и пытаюсь с насморком своим справиться немножко. Так что простите. Это потому что я вас давно не видела, и поэтому у меня такие эмоции от вас. Вот, поэтому Таро – это классная история не про предсказания на самом деле, девочки и мальчики, дамы и господа, леди и джентльмены. Это история про путь к самому себе, понимаете? Это вот история практически как пройти путь Сантьяго, когда вы выходите в Пиренеи, в каких-то сандалях, с палкой, с мешком за плечом, и идете по этому пути первых пилигримов для того, чтобы пройти каждую точку этого маршрута, что-то в ней переосмыслить, повзрослеть, стать спокойным, более уверенным в себе и с новыми, широко распахнутыми глазами пойти вперед в свое будущее. Разве это не классно? Мне кажется, это самая ценная вещь вообще, которая, в принципе, может быть в Таро. И, наверное, каждый человек, который понимает, что все у меня хорошо, у меня есть работа, у меня есть деньги, там семья, или, может быть, нет семьи. Но вот мне хочется чего-то глубокого. Вот я чувствую потребность в росте. Вот вам рост. Самый первый. Потому что для того, чтобы в полной мере познать Таро, не хватит всей жизни. Те люди, которые вам говорят о том, что я там знаю Таро на 150%, да никто не знает, я даже не знаю. На 150% я всегда говорю, что я неофит, я ученик. Что там говорить через меня, там, как я книжки пишу, как я колоду делаю, я не знаю. Я не знаю. Это поток, это состояние потока, это развитый наглядно-образный аппарат, это развитие ассоциативного мышления, потому что первое, что делает Таро, это все-таки большая очень система. Она включает в себя и культурологию с ее символизмом, и психологию с пониманием того, как работает человек, и какие-то знания, такие, знаете, археологического характера, потому что есть такие колоды, с которыми вы никогда не сможете работать, пока не поймете, как был устроен быт человека, предположим, живущего там 1000 лет назад. А какой он был?
И вы полезете и будете разбираться. Чтобы работать с колодами египетской тематики, надо очень хорошо разбираться в египетском пантеоне. Как вообще, в принципе, в устройстве жизни египтян, да, в то время, так и вообще божественный пантеон. Книга мертвых, так сказать, что-то еще. Ну, то есть это как вот клубок, как луковицы, которую вы чистите, и раз за разом вот появляется что-то новое. Это настолько увлекательный процесс, что если вы туда приходите не просто научиться в бытовом плане делать какие-то расклады, а именно получить для себя уникальный инструмент, который не только вам может помогать, но еще и другим людям. Нет предела совершенства, как говорится. Вот. Вопрос следующий. Какова вообще роль метафизики в культурном коде человека? Здесь надо задаться вопросом, а что такое вообще культурный код человека? Что такое культурный код? Что для вас культурный код? Вот для меня культурный код – это некий базис, фундаментальный базис внутренних личностных настроек, куда входит и уровень образования, и уровень интеллекта, и опять же широта мышления, и какие-то семейные ценности, какие-то традиционные ценности общества, в котором он живет. И вообще всеобъемлющее такое знание о жизни. Да? То есть вот этот культурный код, он у каждого человека свой, по сути. Несмотря на то, что он, конечно же, общий там, у этносов, у народностей, у граждан каких-то стран там, разных, да, он имеет общие базисы. Но для меня история этого культурного кода базируется именно в том, что он у каждого человека индивидуальный. Вот есть какая-то система морально-этических принципов, которая вообще в принципе существует в природе. И есть человек, и у него есть своя этическая система. И вот когда эта этическая система внутренняя очень активно развивается и со временем, в хорошем смысле этого слова, перерастает догматы общей системы ценностей, вот это и есть такой очень глубокий базис культурного кода, несущего такой шлейф, как какие-нибудь самые дорогущие духи, которые вы нанесли их на себя, вышли из кабинета, вас нет, а духи остались. Вот это вот культурный код. И история здесь про то, что метафизика, она в этом культурном коде существовала всегда, понимаете? Ведь у нас люди, вот чего не коснись, у нас она всегда была. Она зашита в каких-то библейских учениях. Да, вот я читаю, вот лежит Тора передо мной. Вот чтобы вы понимали, что делает таролог на досуге. Вот у меня Тора, я ее с собой вожу везде. Не знаю, она весит, я не знаю, сколько она весит. И мы ее читаем на выходных. У нас чтение. Мы разбираемся с ней. А что там написано вообще? А про что это? А что там можно найти? Вот это культурный код, это тоже метафизика. Учение о Шамбале, да, учение там, о богах, которые прилетали на землю. Возьмите книгу Еноха. Это тоже в каком-то смысле получается метафизика, потому что она вроде как про Бога, а с другой стороны про пришельцев. То есть у нас в банальных каких-то вещах везде присутствует эта метафизика. Наше сновидение – это тоже метафизика. Потому что если вы хотя бы раз когда-то сталкивались с юнгианским анализом сновидений, а особенно занимались вопросом детства и подростков, какие снятся сны ребенку по мере взросления подросткам, там же вообще повторяющиеся истории идут про победу героя над каким-нибудь чудовищем или что-то еще. И это тоже в каком-то смысле метафизика. То есть вот Таро с его пластом информации – это тоже метафизика. Потому что никогда карточка не бывает просто так, чтобы на ней что-то было нарисовано. Каждый смысл в карте, он несет какой-то определенный очень важный элемент. Что вот эта пшеница, которую собирает этот человек, что эти журавли, которые летят на карте, что этот конь, который здесь стоит. И вот эти смыслы, они складываются, образуют огромную картинку, огромный какой-то пласт информационный. Этот пласт взаимодействует с нашим личным бессознательным. У нас получается какая-то чудесная история, которую мы слушаем, смотрим, наслаждаемся и думаем, вау, это же так классно. И потом, если говорить о метафизике и касаться, опять же, предсказательных систем и вспомнить нашу великую мадам Ленорман, ленорманисты наверняка знакомы очень хорошо с ее биографией, если бы не было метафизики, могла бы она предсказать то, что произойдут кардинальные изменения
вообще в устройстве Франции, да, и что монархия будет свергнута, и что у нас появится революция или что-то еще, там какие-то такие глубинные процессы? Наверное, нет. Потому что в глобальном смысле слова метафизика – это архаичная структура в нашем сознании, которая представляет из себя колоссальный пласт коллективного бессознательного. То есть если верить в теорию реинкарнации или повторяющихся жизней, или параллельных вселенных, или там мультивселенных, да, или еще чего-то, то в конечном итоге складывается такая история, что когда мы находимся в определенном состоянии, наш мозг, он способен улавливать эти вещи, как-то их кодировать и выдавать в виде каких-то словесных интерпретаций. Ведь если наш мозг излучает электромагнитные волны, а он их излучает, потому что те, кто делал хоть раз себе энцефалограмму, знают, как это выглядит, то значит, соответственно, и мы, в общем-то, тоже в каком-то смысле волна. И вот в этом и есть метафизика, да, то есть это наука не о физической природе вещей, а о метафизической, то есть о том, что мы не видим, мы не понимаем. И эта метафизика, она везде, везде. Вот сейчас самый яркий пример озвучу. В 2022 году, где-то в середине марта, я, как хорошая женщина, в общем-то, я хорошая женщина, чистила картофель себе на ужин, там, семье готовила картофель. Значит, я чищу одну картофелину, а на этой картофелине огромное сердце. Прям огромное сердце внутри, картофелина черная. Я ее сфотографировала, выложила в свой Facebook и написала, значит, что кто сделает перепост этой фотографии, значит, тому повезет в любви в этом году. А в этом году я сделала снова репост этой фотографии с надписью «Сердце работает». Я проверяла. А я правда проверяла. И люди, которые это сделали, они тоже проверили. Что это, метафизика или чудеса? Я не знаю. Но это история про то, что мы можем настраивать себя на определенные какие-то волны, и от этих волн получать информацию, может быть, даже в каком-то смысле менять свою жизнь. Другое дело, никто не знает, как это работает. Потому что все, кто умер, еще ни разу не возвращались к нам живым и не говорили вот так вот ясно о том, как там все происходит, что это такое. И здесь в тему метафизики я хочу порекомендовать книгу, потому что я всем рекомендую читать книги, в том числе величайшего юнгианского психоаналитика, последователя Юнга, его ученицу, если мне память не изменяет, Марию Луизу фон Франц. У нее есть чудесная книга, она называется, по-моему, «Ритмы времени». Так вот, в этой книжке все рассказывается про смерть и про время вообще, как оно есть. Очень интересные фотографии, жаль, что черно-белые, очень хорошая бумага мелованная. Если вы найдете эту книгу, купите, вы не пожалеете, потому что там все про метафизику. То есть метафизика в нашей жизни есть везде. Другое дело, видим мы ее или нет. Дальше. Следующий вопрос. Почему интерес к Таро не ослабевает, а только растет, но большинство людей относятся к этому скептически и высмеивают это? Кто боится тараканов, поднимите руки. Вот у меня дома сейчас иногда ходят вот такие тараканы, вот такие. Это природные, дикие, я не знаю, откуда они заползают. Я когда его вижу, я жутко боюсь. Возможно, он меня боится тоже. А может быть, нет. Может быть, он меня даже не видит. Так вот, большинство людей, которые говорят, что Таро, вы что, это такая, фу, как ты можешь, это там, я не знаю, грех, что-то еще. Это все от необразованности и от страха. И еще от одной очень важной вещи, которая на самом деле нанесла колоссальный ущерб в нашем русскоязычном, во всяком случае, пространстве, ну и в пространстве стран бывших СНГ, бывших, вот так скажу. Это профанация Таро. Да? Это история про то, что когда необразованный человек берет эти карты и начинает гнать вообще всякую буду. Или наоборот берет эти карты и начинает чувствовать себя Богом. И типа там вершит судьбы людей, что-то еще. То есть это важная проблема на самом деле, да, потому что я, как человек, который работает с другими людьми, как человек, который помогает другим учиться, я всегда говорю о том, что ни одна система в мире, будь то Таро, или руны, или метафорические карты, или оракулы, никогда вам не даст стопроцентной гарантии на любые прогнозы. Этого не будет. Потому что суть любого Таро, как мы с ним работаем, это суть теории вероятности из математики. Это значит, что всегда есть 20% погрешности. Потому что человек может неправильно прочитать карты, человек может не захотеть рассказывать вам то, что он увидел,
Потому как когда вот некоторые люди задают вопросы, допустим, там, будут ли у меня дети, к примеру, а, вылечится там кто-нибудь у меня из близких, сколько я буду жить. Ведь ни один человек, который такие вопросы задает, на самом деле не готов услышать реальный ответ. Потому что, когда задают такие вопросы, человек всегда хочет слышать надежду. А если этой надежды нет, что делать? Сказать человеку «нет»? Вы не знаете, как он отреагирует? То есть есть единственный способ – это обойти как-то эту проблему или сказать, ну вот может быть да, но с соблюдением таких-то условий. Поэтому здесь история про то, что любой прогноз, он зависит не только от того, какие карты вышли-то по сути, ведь они беспристрастны. Он зависит от того, что мы видим в них, что мы хотим в них видеть, что мы готовы слышать в том числе. Поэтому если вы делаете расклады для себя, и вы понимаете, что вы не готовы слышать ответ, вы не хотите слышать правду, вообще видеть правду не хотите, вам нравится вот эта классная иллюзия, такая хорошая, такая сладкая, значит, вы будете видеть не то, что есть. Если есть такие люди, это вот классический сегмент психологов, у них очень часто приходят такие люди, это я доподлинно знаю от тех, с кем общаюсь, когда человек вообще не хочет меняться. Он приходит с запросом, мне ни один психолог не помог. Или там, мне ни один таролог не помог. Это все брехня, мне ничего не получается. Человек приходит зачем? Не для того, чтобы вы его пытались переубедить, что я помогу или что-то еще. Нет. Он приходит для того, чтобы убедить себя еще раз в том, что с ним все в порядке. Что ему ничего менять не надо. Вообще, в принципе. То есть он вообще ничего не хочет менять. Ему комфортно, понимаете? Он себя чувствует хорошо, ему классно от этого. Вот, поэтому как быть-то, как быть, как быть? Второе интересно прежде всего, потому что каждый человек все равно верит в чудо. Вот как ни крути, и я, и вы, безусловно, все мы верим в чудо, это хорошо. А с другой стороны, интерес к Таро никогда не угаснет, потому что всегда интересно знать, а что будет завтра. А как будет выглядеть мое завтра? А будет ли вообще так, как я хочу? Или нет? И самое интересное, что ведь Таро может рассказать о нас какие-то секреты, какие-то очень интересные вещи, о которых знаете только вы, больше никто. И если с вами работает какой-то опытный человек, и он даже кусочки этих вещей цепляет, и у вас этот интерес к Таро повышается еще больше, больше и больше. И вы в этот момент абстрактно никогда не говорите про карты. Вы всегда говорите что-то хорошее про того человека, с которым вы работали. Ну, то есть я о чем хочу сказать? Что для большинства людей Таро, несмотря на страх дикий, все равно является эдакой ширмой, дверью в магию, в мистику, в тайну. Это, как, я не знаю, прикоснуться в каком-то смысле к чему-то великому, потрогать его. Потому что любой человек, который хотя бы раз в жизни был у хорошего, ну или толкового, скажем так, прогнозиста, и что-то у него слышал, и вот какое-то время проходит, да, иногда год, 2, 3, 4, 7 лет иногда. И он вспоминает вот все, что ему тогда сказали, и говорит, блин, а ведь все же правда, а ведь все же так и случилось. И это еще подогревает интерес. Ну, то есть вообще, в принципе, для большинства людей вот эта вот история, как в той песне пелась, да, устроены так люди, потому что они хотят знать, что же с ними завтра будет. Поэтому всегда интересно Таро. И всегда интересны какие-то другие мантические системы. И астрология почему интересна? Потому что астрология прежде всего дает какую-то информацию о себе. Дизайн человека дает какую-то информацию о себе. И астрология может дать какую-то информацию не о себе, да, о жизни, допустим, о будущем. И Таро. Но в глобальном смысле этого слова история про Таро, конечно же, это магия завтра и магия сегодня.
потому что Таро точечно позволяет увидеть какие-то вещи, которые вы можете в себе изменить и добиться более грандиозных результатов, чем прежде. Просто надо хотеть меняться. А те, кто боится Таро, это люди, которые, в принципе, категорически не хотят меняться. У них есть вот туннель, в котором они живут. И нет в этом ничего плохого на самом деле, потому что каждый человек имеет право выбирать ту жизнь, которую он живет, которая ему больше нравится. Поэтому если вы вдруг чувствуете, что у кого-то из ваших близких или ваших друзей Таро может вызвать состояние обострения всяких разных предрассудков и так далее, просто не рассказывайте им об этом. И все. Это даст вам возможность избежать скандалов и обесценивания. А уж если вы занимаетесь Таро, и кто-то из ваших друзей, в частности, начинает вас обесценивать и критиковать, и говорить о том, что вы куку, и с вами не все в порядке, то, наверное, это тот самый повод и то самое время посмотреть правде в глаза и понять, что на самом деле независимо, работаете вы в Таро, не работаете, учите, не учите. Рядом с вами находится человек, который вас не любит, не ценит и не уважает. Это человек, который вами пользуется. Зачем пользуется, это другой вопрос. Но вот сейчас, в данном конкретном случае, он вам показывает свое истинное отношение к себе. И здесь уже вопрос к вашей смелости и к вашим страхам. Готовы ли вы от этого человека отказаться? Готовы ли вы выбрать себя и свои личные интересы? Или вы готовы в очередной раз пожертвовать собой и постараться оставить хорошее о себе впечатление? Такая история. Так, следующий вопрос про страх работы с Таро, про что он? Это банальная тема. Вообще это про страх узнать правду. Про страх ответственности на самом деле, потому что в самом начале этой беседы я говорила о том, что Таро учит нас видеть мир таким, какой он есть. Реально. А так как мы все люди, и мы все живем вообще, по сути, всю свою жизнь, мы живем в грандиозной иллюзии, то получается, что дичайший страх вызывает именно эта история. Что я что-то там увижу страшное, что-то опасное. Тут сразу надо сказать о негативных предсказаниях. То есть вполне были конкретные себе психологические исследования, в ходе которых выяснилось, что человек, который слышит нечто негативное про себя там, или для себя, или что-то еще, начинает жить в тревоге. У него повышается состояние тревожности. Поэтому самое первое, чему нужно учиться, когда вы учитесь делать расклады, это не видеть негатива, а даже если у вас вышли какие-то негативные карты, преобразовывать их для себя в позитивный сценарий, потому что наша психика работает так. Вы можете увидеть, предположим, карту тройку мечей, которая говорит, ой, господи, где она у меня тут здесь? Есть какая-то у меня тут моя тройка мечей, которая говорит всегда о каких-то трагедиях, да? О разбитом сердце, о разрушенных отношениях, о чем-то еще. И основная масса людей сразу видит эту тройку мечей и говорит, как страшно, что же там произойдет, сейчас все пропало. Они начинают подозревать мужей, жен в изменах или в чем-то еще. Они начинают подозревать, что их там кто-то обманывает, какие-то еще катаклизмы. Но на самом-то деле, если мы смотрим на тройку мечей в позитивном ее значении, то мы видим одну интересную историю. О том, что твой прошлый опыт негативный должен был уже научить тебя тому, как тебе вести себя в настоящий момент так, чтобы больше не наступать на свои грабли. Вот этому, по идее, нас учит Таро. Поэтому, когда я работаю с людьми, которые приходят ко мне, я, конечно же, строю беседы именно в ключе мотивации. Я вообще люблю мотивировать людей. У меня это здорово получается, мотивировать людей. Я от этого испытываю удовольствие. Потому что, когда ты мотивируешь человека и говоришь о том, что не все в жизни так плохо, и не все на самом деле потеряно, вот тройка мечей, то это дает возможность человеку обрести крылья и справиться со своими проблемами, и сделать их гораздо более, менее сложными, чем они были до этого. Вот как вам так показать, чтобы ее было хорошо видно вот так. Вот увидит такую карту кто-то неопытный и говорит, господи, как же ужасно, как же ужасно. А что ж тут ужасного? Тут история говорит о том,
что у тебя уже была в прошлом какая-то ситуация, когда ты полагался не на свои собственные ощущения, а когда ты отдался чему-то, да? Отдался обещаниям другого человека, отдался ситуации. А сейчас у тебя есть возможность, вспоминая этот негативный опыт, что-то в своей жизни поменять в позитивную сторону. Поэтому, говоря о страхе работать с Таро, как только вы будете готовы нести ответственность за свои решения и говорить себе о том, что я себя люблю, и будете учиться любить себя, тогда никаких страхов у вас не будет, потому что вы перестанете зависимы быть от обстоятельств, от других людей, и вы будете выбирать для себя такие оптимальные стратегии жизни, стратегии поиска работы, построения отношений, знакомств, чего-то еще, которые будут минимизировать ваши риски. Потому что, по сути, любая карта Таро негативная, которая внешне негативная, она не про негатив. Она про возможность измениться. Изменить свои настройки, изменить свой настрой, сделать его более классным, сделать свою жизнь более продуктивной, понимаете? Вот об этом речь. Вот. Дальше. Очень интересный, вообще очень интересный вопрос. Прекрасно. Я его когда прочитала, говорю, господи, ну наконец-то кто-то его спросил, этот вопрос. Маниакальная зависимость от раскладов на Ютубе. Что это и как с этим быть? Вот представьте себе, а ведь это правда зависимость, это аддикция. Да? У нас тысячи каналов на Ютубе с классической темой любовных раскладов для мужчин и для женщин. Вот темы каких-то, которые касались бы самопознания, самоанализа, чего-то еще, их мало, катастрофически мало, потому что они не востребованы. А любой автор – это что такое? Это креатор. Это тот, кто создает контент. Он, естественно, ориентируется именно на те темы, на которые приходит зритель. Так вот, к сожалению, большинство людей рано или поздно попадает в ловушку обещаний, которые сам себе внушает, смотря расклады. Ведь мало кому можно объяснить, и мало кто понимает доходчиво о том, что это общее. То есть это общее. Это как посмотреть на красивую губную помаду сквозь витрину магазина. На эту помаду смотрят все, но купит ее только один человек, 2 или 10. Все остальные просто посмотрят и пройдут мимо. То есть к раскладам нужно относиться точно так же. Это просто информация для развлечения. В каком-то моменте это информация для того, чтобы вы подняли свою самооценку. В каком-то случае это информация для того, чтобы вы смогли преодолеть сложности после расставания с кем-то, или после увольнения с работы, или после того, как ваши планы не сбылись, что-то еще. Но когда вы целиком и полностью полагаетесь на эти расклады, как на некую историю, абсолютно про вас, вы попадаете вот на этот крючочек эмоциональной зависимости. И после этого начинается катастрофа фактически, потому что вы уже не в состоянии думать самостоятельно, вы думаете сквозь призму этих раскладов. Да? Ваша голова начинает придумывать какую-то красивую фантазию, сказку, сценарий про что-то, чего в принципе быть не может. Поэтому это прям зависимость, это как игровая зависимость, это история про получение такого количества эмоций положительных, которых вам не хватает в жизни. И это касается прежде всего тех людей, которые постоянно смотрят расклады на одну и ту же тему в надежде услышать что-то хорошее для себя. Потому что те, кто смотрит расклады просто для развлечения, это совершенно отдельная история. Это люди, которые приходят просто, вот им интересно, да, там, голос человека слушать, смотреть, как он работает, что-то еще. В этом кайф. Это приятное времяпрепровождение. Я сижу, смотрю и пытаюсь там, не знаю, карты разгадывать тоже в том числе. А вот если вы в сложной жизненной ситуации, то смотреть расклады бессмысленно постоянно. Да? Проще потратиться и сходить на консультацию, на сессию к психологу, я не знаю, к коучу, что-то еще сделать или пойти получить сеанс тарологической консультации. И там решить все вопросы, которые у вас есть. Потому что именно там, когда вы работаете один на один с человеком, это может быть любой практик, опять же повторюсь, любой, какого вы захотите выбрать, вы получаете ответы на свои вопросы. И вы понимаете о том, с чем вы имеете дело, и что вам дальше делать в этой ситуации, как вам быть, оставить ее или нет. Поэтому зависимость – это плохо. Вот прям плохо. Вот плохо. И особенно, когда вы начинаете требовать от человека за кадром, чтобы он говорил только исключительно для вас, потому что вот этот расклад вы посмотрели, и вам не нравится, что там услышали, это не есть гуд, это неправильно. Это говорит о том, что
С ответственностью проблема какая-то. Надо что-то с ней сделать, с этой ответственностью. И в том числе проблема с реализмом. Потому что нет реализма, потому что человек хочет жить в иллюзии. И он пытается эту иллюзию подкреплять совершенно разными вещами. То есть это больший вред наносит вашей жизни, чем если бы вы один раз отплакали какую-то ситуацию негативную и пошли бы дальше. Вот. Следующий вопрос. Как научиться читать расклады самостоятельно? Наверное, здесь придется научиться главному базовому правилу. Расклады – это предложения, слова, язык. Вот буквы – это карты. А когда эти буквы складываются сначала в слова, а потом в предложения, так получается расклад. То есть для того, чтобы научиться расклад Таро, не надо заучивать значения наизусть. Нужно попробовать через значение понять карту. И здесь важно очень, опять же, сказать, что у нас 78 карт в колоде. 78 в 78 степени. Они дают миллиарды разных сочетаний и разных ответов, которые описать ни в какой книжке невозможно. И никогда этого не было и не будет. То есть какие-то ключевые слова, которые вы просто должны осмыслить. Да? Вот вы открываете книжку и достаете, допустим, карту умеренности с колоды. Вот у меня такая карта умеренности в колоде. Вы смотрите на эту карту и пытаетесь эти ключевые слова сопоставить с тем, что вы там видите. И по этим ключевым словам дальше учитесь читать. Сначала по одной карте. Берете какую-то свою ситуацию прошлую жизненную, да, или текущую, которую вы знаете хорошо. То есть важное правило – знать эту ситуацию хорошо. И говорите, вот она такая-то, вот я вижу эту карту, ага, ключевые слова здесь такие-то, такие-то, какие из этих ключевых слов больше сейчас сюда подходят? Вот это, вот это. И потом постепенно начинаете добавлять еще одну карту, а потом еще одну карту. Потом начинаете задавать вопросы сначала, записывать их куда-то на листочек, формировать расклады и выкладывать. И так шаг за шагом у вас приобретется понимание. Да? Но опять же, можно, конечно, изучить Таро самостоятельно. Можно однозначно, я знаю таких людей. Но представьте себе, когда вы работаете с наставником, у вас время от первой покупки колоды до какого-то более-менее начального уровня доходит за 2 недели. А если вы делаете это самостоятельно, то у вас на это уйдет минимум в лучшем случае полгода, а в среднестатистических случаях обычно год не меньше. И то вы будете знать вот на поверхности новичка. Потому что ни в одной книжке, это опять же к слову об эзотерике, метафизике, оккультизме, ни в одной книге никогда не описывали детали и нюансов, с которыми практик сталкивается в обычной практической работе. Почему так? Потому что это табу. Потому что не все должны люди владеть этим, потому что не все могут разобраться с этим, и потому что с некоторыми вещами вообще невозможно разобраться без наставника. Нужен человек, который доподлинно вам объяснит, что это такое. Поэтому в этом случае вы выбираете, опять же, для себя, что для вас лучше. Учить самостоятельно, учить с группой или учить лично. И учитесь. Потому что, в принципе, как я говорю, любой человек может научиться чему-то, если он хочет. Если он хочет. И если у него позволяют физические возможности. Потому что иногда физические возможности, допустим, вот у меня плохое зрение, и я в некоторых возможностях существенно ограничена по сравнению с теми людьми, которые видят хорошо. Вот в таких случаях какие-то возможности могут вам не позволить это сделать. Во всех остальных случаях научиться можно чему угодно. С учетом ваших склонностей. Конечно же, потому что, опять же, если мы говорим о Таро, что делает Таро? Оно вашу ригидную систему восприятия мира ломает. То есть хотите вы или нет, вы все равно будете меняться. Эти изменения могут быть первое время вообще вами совершенно незаметны. Но они все равно будут. Вот все равно будут. А те люди, которые изучают Таро, потому что хотят сделать Таро своей профессией, они вообще должны первым делом, после того, как они азы изучили, научиться с помощью Таро решать свои внутренние проблемы. Разбираться в себе, анализировать, рефлексировать. Закрывать какие-то старые гештальты, незакрытые или истории, учиться жить свободно. Что такое свободно? Это когда я не чувствую себя зависимым от людей, от человека, от ситуации, когда я не так часто поддаюсь тревоге, как прежде. А если даже и поддаюсь, я пытаюсь разобраться с этим и найти для себя какие-то способы для ее преодоления. И только потом, когда человек сможет вот этим вещам научиться,
можно сказать, что он может работать с клиентами. Потому что если вы идете в надежде не просто получить ответ на вопрос, будет или не будет, а получить именно какую-то практическую, аналитическую помощь, то вы никогда ее не получите от человека, который не умеет этого делать. Поэтому очень важно, вот, наверное, перед первой консультацией еще узнавать о том, с кем вы имеете дело. Что это за персонаж вообще? Как он? Умный, не умный, нормальный, ненормальный. Потому что иногда к некоторым людям приходишь, они ведро, извините, с дерьмом на тебя напялят, а потом тебе как-то приходится с этим жить. Вот. Но для меня вот показательным был один момент. У меня есть одна прекрасная дама знакомая, мы очень много лет с ней дружим, которая мне сказала, что я испытала для себя огромный вообще колоссальный кайф от того, когда я поняла, что я за 2 недели плотного ежедневного общения стала через карты видеть какие-то жизненные ситуации. Что я стала лучше понимать мотивы поведения людей, причинно-следственные связи, что-то еще. И легче становится планировать свою жизнь, потому что, опять же, вы можете просчитать свои риски. Ну, может быть, не все, может быть, какие-то, да, может быть, все равно какая-то зона всегда будет находиться вне нашего контроля, потому что она объективно большая, это внешняя жизнь. И если мы специально не будем на нее смотреть, фокусироваться на ней, конечно же, может быть, мы ее и не увидим. Это тоже нормально. Переходим к следующему вопросу. Вы еще не устали? Если устали, нажмите на паузу. Нажмите на паузу, пойдите, отдохните, возвращайтесь снова. Так, следующий вопрос. Почему верить в предсказания проще, но неэффективно? Как сделать так, чтобы предсказания сбывались? Вот такой хороший вопрос, наверное, он будет у нас последний, потому что мы уже час сидим, по сути. Скептицизм – это природная наша, опять же, история, социально нам навязанная на самом деле, скепсис. То есть все мы воспитаны родителями, все, без исключения, советскими, обратите внимание, советскими родителями опять. Что это значит? Мало того, что у наших родителей свои какие-то были личные там представления о жизни, да, какие-то свои правила, рамочки, еще и были социальные внешние. И, естественно, у нас вот этих каких-то негативных директивных сценариев родительских и социальных в голове очень-очень много. Да, вот, допустим, самый простейший, там, не будь собой. То есть когда ты не можешь в полной мере проявлять свою индивидуальность. Ты хочешь постоянно быть хорошим. Ты постоянно ведешь себя так, чтобы люди тебя хвалили. Или, по крайней мере, хотя бы не обидели. Или когда у тебя есть сценарий, там, не проявляя инициативу. Да? Когда ты умный, классный, толковый человек, а ты боишься сделать в своей жизни что-то без разрешения. Тебе нужно, чтобы какой-то человек пришел и сказал тебе: я тебе разрешаю, иди делай. Вот я часто на консультациях так говорю: я разрешаю вам, идите делайте. Потому что вы это можете сделать. У вас все для этого есть. И знания, и навыки, там, деньги, связи, что-то еще. Идите делайте, у вас все получится. И человек идет и, и правда делает. И говорит: ого, нифига себе, я, оказывается, так могу. И мы потом начинаем развивать вот эту фигуру, собственно, внутреннего нашего родителя и взрослого, который имеет право делать. Да. И вот если мы говорим о том, почему неэффективно верить в предсказания. Потому что когда вы вслепую только обращаете внимание на предсказательные моменты, это значит, что вы в каком-то смысле лишаете себя возможности попробовать разные сценарии. Что это значит? Вот и мы говорим о скепсисе, да, с самого начала, о скепсисе. О том, что скептицизм – это такая история: да блин, ну нет, ну не может у меня что-то быть плохого, у меня будет все хорошо. Вот это скепсис. Когда мы что-то слышим нехорошее или хорошее, наоборот, мы всегда должны понимать, что и в тех случаях мы фактически говорим только об одной вещи, которая называется риски. Есть целая большая наука под названием риск-менеджмент, которая активно используется в банках, в инвестиционных компаниях, в бизнес-планировании и так далее. И что такое риски? Это какие-то форс-мажорные факторы, ну, по отношению к нам, которые могут возникнуть во внешней среде и не дать нам возможности сделать то, что мы себе запланировали. Вот эти риски, если мы их начинаем оценивать, то у нас пропадает скепсис к тому, что все будет плохо, или скепсис к тому, что все будет хорошо. Мы будем допускать, делать допущение условное, потому что, блин,
Это правда возможно. Я могу это допустить. Значит, если это возможно теоретически, значит, практически я должен сделать вот это, вот это, вот это, вот это, чтобы к этому подготовиться. И чтобы в случае наступления этих событий я мог себе обеспечить, ну, какой-то вот, может быть, запасной план. Может быть, просто как-то защититься. И предсказание – это не та история, в которую надо слепо верить. Потому что предсказание – это история, опять же, про самопознание, про изучение своих истинных желаний, про понимание, а хочешь ли ты прийти туда, о чем ты на самом деле спрашиваешь, или, может быть, тебя интересует совершенно другое. То есть, по сути, предсказание в хорошем смысле этого слова, это история про анализ своей дорожной карты, куда вы движетесь, куда вы идете. Потому что в предсказаниях есть две важных вещи, которые опытные специалисты, консультанты знают. Это векторы, я их так называю, вектор развития сценария. Вот есть какая-то точка, к которой вы должны прийти. Вот при любых исходных данных вы к этой точке должны прийти. Вы к ней все равно придете. Но вы можете прийти прямым путем, а можете идти извилистыми. И единственная разница в этом – это время. Потому что если вы идете прямо, значит, время у вас меньше уходит. Да? Если вы идете извилистыми путями, времени тратится очень много. А вот здесь история про это. Да, то есть есть те вещи, которые обязательно случатся, они неизменные. И вот независимо от того, верите вы в них или нет, они все равно будут. А есть дорожки, и вот эти дорожки могут меняться. Сегодня вы можете встать на прямую дорогу, потом можете понять, что мне по прямой дороге тяжело. Я пойду лучше на извилистую, и будете идти по извилистой. Там на извилистой будут меняться тоже какие-то промежуточные этапы, точки. И вот это тоже история про вообще само слово «верить». Верить. Чему верить? Иногда даже глазам своим нельзя верить, потому что они могут нас обманывать, так сказать. Верить нужно только себе и своему собственному отклику. Поэтому, когда мы говорим о предсказательных практиках, не надо верить. Надо из каждого предсказания извлекать пользу для себя, которая поможет вам в короткие сроки достигнуть той цели, которой вы хотите. И понимать при этом следующие вещи. Вот типичные, да, возьмем женщину. Любую женщину, которую интересует вопрос ее личной жизни. И вот она задает вопрос, а будут ли у меня новые отношения? И предположим, что ответ говорит, да, будут. И она успокаивается, верит в это и говорит, будут. И продолжает жить жизнью, вот которой всегда жила. Но при этом, если мы представим себе, что у этой женщины есть какие-то сложности в отношениях с самой собой, или в отношениях с миром, или в отношениях с мужчинами, можно ли говорить о том, что это предсказание быстро приведет ее к ее цели? Нет. Потому что она будет по окольной дорожке очень долго двигаться. Через год она скажет, что-то нет мужика этого, где же он? Через 2 года она скажет, что-то как-то, вообще не сбылся прогноз. Через 3 года начнет проклинать всех этих тарологов, чертяк, собак, сутулых. И через 5 лет убедится в том, что у нее вообще никогда мужчины не будет. А потом, в конце концов, появится мужчина, любой вообще. Даже, может быть, не тот, который должен быть. Она вцепится в него и скажет, вот он, мой котеночек. И будет с ним страдать и мучиться. Но при этом, если бы эта женщина не просто слепо верила в предсказания, а сказала бы, окей, значит, будет у меня мужчина. Так, он точно будет, я это знаю. Я чувствую это, что он будет. Но вот мне хочется, чтобы он был вот такой, вот такой, вот такой. А что я должна сделать для того, чтобы у меня был такой, такой, такой? Что мне в себе надо поменять, чтобы это как-то изменить? И вот тогда вот эта история позитивного прогноза, она начинает работать вам на пользу. Потому что вы изучаете себя, вы меняетесь, вы даете себе возможность идти куда-то вперед. Вот такая складывается история. То есть, говоря о предсказаниях, здесь нет формата слова «верить» или «не верить». То есть, если вы изначально идете делать себе куда-то прогноз, и уже базовая у вас установка, что я не верю, это все брехня, что из этого получится? Ничего, даже если у вас реальные возможности будут что-то поменять в своей жизни, вы ничего не поменяете. Если вы просто идете слепо и верите, ну, это может стать большим плюсом в том случае, если действительно вас слова человека настолько замотивируют, и вы побежите там, я не знаю, амбиции свои как-то реализовывать, да, новую работу искать, или у вас продажи пойдут, или отношения улучшатся, потому что вы начнете меняться, это другой вопрос. Это все равно не про веру, про мотивацию. Но с другой стороны, вера
В данном случае это некий элемент надежды. В самом начале нашей беседы я сказала о том, что мы все верим в чудо. Поэтому я бы здесь сказала так: можно не верить в предсказания, можно верить в предсказания. Но самое важное, во что нужно верить, верить в чудо. Это значит, что вы каждый день делаете какой-то маленький шаг в своей жизни к чему-то, и в конце концов чудо случается, и вы получаете не только то, что вы хотели, но еще что-то и сверх этого. Вот как карточка умеренность, да? Здесь написано на циркуле великого архитектора латинское слово «uno immota» – единое неизменно. Это история про самодисциплину, про то, что вы, если каждый день вы будете делать какие-то шаги в своей жизни спокойно, сосредоточенно, то значит вы действительно получите чудо и добьетесь чего-то. Потому что, как писал в книге «Магия в теории и на практике» великий наш Алистер Кроули, о том, что магия – это есть каждое осознанное действие. И каждое осознанное произнесенное слово тоже есть магия. Поэтому Таро учит нас самому важному – осознанности, понимаете? Мы люди неосознанные вообще. Я уже сегодня много раз повторяла слово «иллюзия». Мы привыкли жить в иллюзии. Потому что в иллюзии нам классно, нам там комфортно, нам там безопасно, нам там ничего не надо менять. Мы можем там получать удовольствие от себя такие, какие мы есть. В каком-то смысле это может быть и хорошо, но проблема в том, что мы же все равно так или иначе хотим получать удовольствие от жизни. А иногда складываются такие истории, когда мы не можем получить удовольствие от жизни социальной, потому что мы на самом деле от себя удовольствия не получаем. И единственный способ, который дает нам возможность это удовольствие получить, это когда мы сидим в одной вот комнате, никуда не выходим. Да? Вот это вот история про это, что мы не хотим быть осознанными. Мы не хотим видеть вещи, которые нам нужно в себе менять. Потому что мы себя не любим, отрицаем. И здесь опять история про плюсы Таро. Шаг за шагом Таро учит вас познавать вашу собственную природу, узнавать вас таким, какой вы есть. Не критиковать себя, а позволять себе стать лучше, чем вы есть, чтобы дорасти до того образа внутреннего, который вы хотели бы в себе видеть. Поэтому прям выдохну. Изучайте любые метафизические системы, потому что эта архаика запускает наш внутренний двигатель, дает нам возможность расти и развиваться, развивать критическое мышление, ассоциативное мышление, коммуникативные навыки, навыки планирования и много всего другого. И это настолько захватывающе и классно, что Таро может быть не просто колодой, с помощью которой вы делаете расклады себе или другим людям. Это может быть какой-то классной семейной игрой, и в том числе развлечением для детей. Потому что это дает возможность ребенку развивать творческое воображение, а значит, соответственно, он будет лучше писать сочинения в школе, эссе, а может быть, вообще станет классным писателем. Так что, ребята, приходите, пожалуйста, учиться, потому что это большой океан разной информации, который даст вам возможность почувствовать вкус к жизни. Если вы его утратили, даст вам возможность исправить какие-то проблемы в жизни, если вы не знаете, с какой стороны к ним подойти, и станет очень хорошим подспорьем для поднятия настроения и для развлечения в том числе. Потому что нет ничего лучше, когда в компании девочек или мальчик вдруг откуда ни возьмись появляются карты Таро, и начинается мистическая тайная вечеря с вопросами, обсуждениями и смехом. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимия. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube, в Telegram. Приходите к нам учиться и, конечно же, приходите на консультацию. До новых встреч. Пока-пока.